В этом уроке мы создадим простую игру, в которой кот будет собирать яблоки и в то же время прятаться от летучей мыши, которая будет его ловить. Вот так вот выглядит игра. Когда нажимаем на зеленый флажок, появляются яблоки в случайном положении. Если кот сможет собрать все 3 яблока, он побеждает. Если же его ловит летучая мышь, то игра заканчивается и кот проигрывает. Вот летучая мышь говорит попался, игра закончена. Кот проиграл. Для того, чтобы сделать такую игру, я переключаюсь на следующую вкладку. Вам нужно добавить, так вот, кот у вас уже будет, первый спрайт. Кроме этого вам нужно добавить спрайт яблоко. А также спрайт летучую мышь. У летучей мыши давайте мы уменьшим размер до 30. Или до 35. И установим фон. В правом нижнем углу нажимаем кнопку «Выбрать фон». И выберем какой-нибудь подходящий фон. Например, вот такую пустыню. Так, все спрайты и фон добавлены. Теперь давайте начнем программировать. Начнем с яблока. Переключаемся вот в правом нижнем углу на спрайт яблоко. Посмотрите, у нас яблоко подсвечено в правом верхнем углу поля, где мы пишем программу. И начинаем добавлять программные блоки. Начнем с блоков на вкладке «События». Кликаем на желтый кружок события. Выбираем блок «Когда флажок нажат», то есть когда игра начата. Нам нужно будет перейти в случайное положение. Это у нас синие блоки движения. И вот такой блок «Перейти на случайное положение». То есть в начале игры яблоки появляются на поле случайным образом, в произвольном месте. Вот после того, как яблоко передвинулось в какое-нибудь положение, она должна показаться. Вначале мы будем показывать яблоко, а когда кот будет к нему подходить, мы будем его скрывать. Значит, выбираем блок из фиолетовых блоков «Внешний вид», «Показаться». Затем, когда яблоко показалось, переключаемся на вкладку «Управление», оранжевые блоки. Нам нужно ждать, пока кот коснется яблока. Вот такой оранжевый блок «Ждать до». Чтобы отследить, что кот касается яблока, нам нужно использовать сенсоры. Переключаемся на вкладку «Сенсоры». Выбираем самый первый сенсор, касается указателя мыши. Ставим его. И указатель мыши заменяем на спрайт 1. Спрайт 1 это у нас кот. Затем, когда кот коснется яблока, яблоко мы должны спрятать. Переключаемся на вкладку «Внешний вид» и выбираем блок «Спрятаться». Все, программный код для яблока готов. Теперь мы можем добавить еще несколько яблок. Правой кнопкой щелкаем на яблоко в правом нижнем углу. Нажимаем «Дублировать». Появляется еще одно яблоко, и для него программный код уже есть, он скопировался. Снова кликаем правой кнопкой на яблоко, нажимаем «Дублировать». Вот у нас теперь в игре есть 3 яблока. В начале игры, вот я нажму на флажок, они будут располагаться случайным образом каждый раз. Так, дальше программируем кота. Кликаем в правом нижнем углу на спрайт 1, на кота. И выбираем из блока события блок, когда флажок нажат, то есть когда программа запущена.
Затем из блока управления выбираем бесконечный игровой цикл, повторять всегда. И отсюда же выбираем 4 раза блок «Если то». Раз, два, три, 4. Это будут наши клавиши. Далее из вкладки «Сенсоры» мы выбираем блок клавиша пробел нажата, перетаскиваем ее 4 раза. И меняем. В первом случае пробел заменяем на стрелка вверх, во втором случае стрелка вниз, в третьем случае стрелка влево и далее стрелка вправо. И чтобы код двигался, мы используем блоки движения синего цвета. Значит, когда стрелка вверх, идти 10 шагов. Когда стрелка вниз, идти опять же 10 шагов, только мы 10 поставим, кликаем на цифру 10 и впереди ставим минус. То есть, чтобы он шел назад. Затем, когда стрелка влево, повернуться на 15 градусов налево. Когда стрелка вправо, повернуться на 15 градусов направо. Ну, давайте попробуем, посмотрим, как наш код будет ходить. Нажимаем на флажок. Код может идти вперед, может поворачиваться, может идти назад при необходимости, если нужно увернуться от летучей мыши. Так, вот код у нас может ходить по полю и пока что беспрепятственно, потому что летучая мышь не двигается, собирать яблоки. Давайте теперь сделаем летучую мышь. Кликаем в правом нижнем углу на летучую мышь и выбираем блок события, когда флажок нажат. Значит, что мы будем делать? Ставим бесконечный цикл повторять всегда. И из блока движения выбираем блок плыть 1 секунду в случайное положение. Только давайте 1 секунду заменим на 3 секунды, чтобы летучая мышь слишком быстро не двигалась. Затем еще раз из блока события выбираем блок флажок, когда игра начата. Что мы будем делать? Мы будем отслеживать, не задели ли мы кота. Из оранжевых блоков управления выбираем блок ждать до. И затем выбираем блок стоп все. Так, что мы ждем? Из блока сенсоры мы перетащим первый сенсор, касается указатель мыши. Только указатель мыши поменяем, касается спрайт 1, то есть касается кота. Когда наша летучая мышь коснется кота, мы игру заканчиваем блоком стоп все. Но перед этим можем еще произнести фразу «попался». Переключаемся на внешний вид, фиолетовые блоки. Блок «сказать привет». Только фразу «привет», кликаем на нее, меняем на «попался». Все, программный код готов. Попробуем запустить. Вот у нас код бегает. Собрал яблоко, собрал еще яблоко. И летучая мышь касается кота. И должна была сказать «попался», но почему-то не сказала. Давайте проверим еще раз. Запускаем. Пробуем запустить еще раз. Кот у нас может двигаться. Может собирать яблоки. Попробуем коснуться летучей мыши еще раз. Игра заканчивается.
Так, попробуем убрать блок стоп все. Попробуем, добавим его еще раз. Убрать, сказать попался. Сейчас еще раз их добавлю. Сказать попался. Так, все, он говорит попался, теперь должен останавливать игру. Это, видимо, какой-то сбой произошел. Снова ставим блок стоп все, чтобы игра заканчивалась. Нажимаем на флажок. Так, вот летучая мышь касается. Заканчивает игру, но не говорит попался. Ну ладно, это не так критично. Ну, непонятно. Давайте попробуем поменять. Сказать попался на говорить 2 секунды. Вот говорить привет 2 секунды. Говорить попался 2 секунды. Затем стоп. Попробуем запустить. Так, говорить сказал попался, и игра выключена. Все, заработало. Заработало. Так, вот код у нас ходит. Попадается на летучую мышь. Летучая мышь говорит попался, и программа все выключилась. Все, заработало. Итак, программа у нас готова. Но если вы хотите сделать игру чуть интереснее и чуть сложнее, можно добавить переменную счет. Чтобы каждый раз в момент, когда кот соберет яблоко, счет увеличивался. Вот у нас сейчас 3 яблока, он собирает 3 яблока, счет доходит до 3, и игра заканчивается. Кот говорит победа. Давайте это сделаем. Чтобы это сделать, переключаемся на вкладку переменная, оранжевые блоки. Нажимаем кнопку создать переменную, называем ее счет. Нажимаем ОК. Затем кликаем на яблоко и добавляем блок изменить моя переменная на единичку. Только моя переменная меняем на счет. Так делаем с каждым яблоком. Изменить моя переменная, изменить счет на единичку. Вот. Переключаемся на кота. В самое начало, когда флажок нажат, ставим задать моя переменная значение 0. Моя переменная меняем на счет. То есть в начале игры счет 0. И затем добавляем блок из блока управления оранжевых блоков. Если то, вот внутри цикла. Не в самый конец, обратите внимание, а внутри цикла. Если то, переключаемся на вкладку сенсора. Так, нет, на вкладку оператора. Выбираем оператора. Вот такой. Пустой овал равен 50. И на вкладку переменной переключаемся. Выбираем переменную счет. То есть, если счет равен не 50, а 3, в нашем случае у нас всего 3 яблока. Если у вас 4 яблока, то должно быть 4. То что мы делаем? Мы выберем блок говорить привет 2 секунды из фиолетовых блоков. Только у нас будет не привет, а победа. И выключаем игру. Из блока управления выбираем блок стоп все. Вот на этом программирование закончено. Давайте попробуем. У нас, видите, появился счет на экране. Нажимаем на флажок. Запускаем игру. Так, я попался. Запускаем еще раз.
Осторожнее, потому что летучая мышь внезапно меняет свое направление. Так, я собрал 3 яблока. Надпись «Победа». Игра выключена. Все, программа готова. Давайте еще раз покажу. Вот такая программа у кота. Вот такая программа у летучей мыши. Вот такая программа у яблока. Давайте увеличу, чтобы было лучше видно. У яблока. У летучей мыши. И у кота. Попробуйте сделать это сами. На этом все. До свидания.